Смотреть, индекс rate, the numbers resonate. Надо слушать и смотреть, индекс rate, watch the rate. This data's great. This data's great. Crypto climb high, stock markets flip. Constant vigilance, don't let your grip slip. Echoes in the network, financial state. Futures being told by the index rate. Надо слушать и смотреть. Index rate, the numbers resonate. Надо слушать и смотреть. Index rate, watch the rate. This data's great. Crypto climb high, stock markets flip. Constant vigilance, don't let your grip slip. Echoes in. Так, приветствую вас, друзья. Скажите, слышно? Нормально микрофон? Все работает? Если все работает, будем потихонечку начинать. Ну отлично. Так, ну что, сегодня поговорим по рынку. Давно не общались. В гостях у нас МС. Тоже на связи. Сейчас, наверное, включу. Должно быть слышно конференцию. Почему-то не видно. Так, секунду. Всем привет. Так, МС должно быть тоже слышно. Да, я тут. Ну, отлично. Сразу постримим через Zoom. Так, ну, о чем, наверное, вначале мы с вами поговорим. Я думаю, что многие уже знают две основные новости. Одна вроде бы как бы хорошая для нас, другая не очень. Начну, наверное, с первой. О том, что было сказано буквально там несколько дней назад. Все-таки о желании и подтверждении главы Соединенных Штатов создать резерв. Сейчас все об этом поголовно говорят. Значит, этот указ будет касаться об укреплении лидерства США в цифровых финансах. Опубликован он был на сайте Белого дома, не проверял, но знаю, что он там есть. По сути, там будет создана рабочая группа, и в рамках этой рабочей группы будет определен стратегический резерв и весь план, так сказать, для того, чтобы этот резерв накапливать. По крайней мере, по данным, которые последние поступали от аналитических платформ, под контролем властей США находится порядка 200 тысяч биткоинов. Это где-то там 17 миллиардов. По сути, завтра, примерно, по-моему, в 21:30 по Москве, состоится тот самый саммит, на котором президент Соединенных Штатов пригласил большинство там основных, скажем так, лидеров в индустрии. Там будут все возможные эксперты, все известные имена, начиная там от Grayscale и заканчивая там среднестатистическими главами, ну, например, генеральный директор и основатель Exodus. В общем, очень много народу, где будет озвучен проект Соединенных Штатов, который они хотят инициировать с точки зрения создания стратегического резерва. Ну, на основании этого мы видели, что у нас биткоин восстанавливался, курс прыгал там от 80 до 90, сейчас уперлись фактически в предыдущую поддержку и немного откатились. Поддержку мы помним, 90-92, но сейчас эта поддержка выступила, по сути, сопротивлением. И рынок находится в ожидании до завтрашнего дня. Многие прогнозируют, что после этого у нас будет большой забег. Скептически к этому отношусь, может быть, в моменте, либо перед этой новостью. Но большие забеги, на мой взгляд, происходят обычно, когда покупка совершается, а не когда они и говорят. Потому что, когда они говорят, рынок закладывает эту новость в цену, и происходят единовременные какие-то движения обычно перед этой новостью. Вот, потом рынок возвращается к математике стандартной. И уже работает как классическая управляемая энтропия. Вот если мы посмотрим сейчас на график, заметил такую интересную штуку. Не знаю, сработает или нет.
Сейчас сделаю вот так сначала. Вот такую картинку. Ой, не за то схватился. Чтобы просто проверить эту историю. И сделаю вот такую картинку. Вот мне показалось. Сейчас еще сделаем так. Поставим, где у нас. Давайте классические, наверное. Классическую сетку. Так, у меня где-то периоды уже были выставлены. Да, периоды на этом движении. И вернем обратно этот шаблон. Вот посмотрите, насколько похоже сейчас фрактально происходит движение цены на рынке. И если говорить о том, что оно будет повторяться, или есть такая вероятность, большая она или маленькая, это второй вопрос, то основное движение, где мы должны будем пройти через сопротивление золотого кармана и зоны справедливой цены, то есть 94, где мы должны будем закрепиться выше этой отметки. У нас была сейчас попытка, посмотрите, нас от справедливой стоимости откатили. То следующая попытка прохода через медвежью ликвидность и прорыва уже потенциально после отката будет на золотом сечении 1.618. Вот в этом движении по расширяющейся FIBA, но это не совсем FIBA, это периоды Фибоначчи по расширению. Если картина повторится, сейчас она чуть смазана, здесь могут быть разные движения. Вот мы видим, что после отскока на старой была вот такая вот история. И можно говорить о движении по трендам. То есть был спуск, отскок. И сейчас был спуск, отскок. Просто он чуть-чуть сильнее, поскольку новости разные. Объем рынка, естественно, разный. Рынок становится более зрелым с 2021 года, потому что мы стали строить это с предыдущего хая. 2021 год, апрель, соответственно, и осень. И вот сейчас картина может повториться. Если картина повторится, то я не думаю, что до начала реальных покупок, когда этот резерв будет формироваться, причем в резерве там есть еще альткоины дополнительно, да, там озвучивались и Ripple, там озвучивался эфир, там озвучивался Solana, там озвучивался Cardano, и что туда еще попадет, пока что мы только на слух об этом знаем, но я надеюсь, что завтра будет более подробно хотя бы уже что-то, какое-то выдано резюме по этому поводу. И если это будет происходить, то я думаю, что это будет происходить именно движение к росту только тогда, когда реальные покупки на рынке начнут совершаться. Вот такое сейчас видение в глобальном масштабе. Если есть какое-то мнение по этому поводу, тогда напишите обязательно в комментариях или расскажите об этом сейчас в чате, но лучше в комментариях. И вторая новость, которая вышла сегодня, она мне совсем не очень понравилась, я думаю, что всем не понравилась, это касательно российской биржи, господи, как она у нас называется? Гарантекс. Гарантекс, точно, МС, спасибо большое. Российская биржа Гарантекс, где 2,5 миллиарда якобы присоединившаяся к санкции компания Tether сегодня заморозила активы наших пользователей, что не есть хорошо. Поэтому это еще один пример того, о чем много раз говорили и говорим. Держать все яйца в одной корзине, тем более на горячих кошельках, не стоит. Обязательно на холодном кошельке и выводить и пользоваться только тем капиталом, который предназначен для трейдов, после чего уводить все на кошелек. Есть что по этому поводу сказать, МС? По этим новостям? По поводу... Какая новость? По поводу Гарантекса? По поводу Гарантекса, да. Сейчас самое плохое, наверное, с него, наверное. Давайте с него пойдем. 2,5 года его уже мурыжат. 2 года их предупреждают о том, что их заблокируют. Предупреждение о том, что заблокируют кошельки через Tether, было ровно год назад. Если они не чесались
и не беспокоились о том, что деньги клиентов могут спокойно улететь, и надеялись на то, что никто их не заблокирует, это глупость и беспечность. А там вроде бы у них это было давно, да, но там же они как-то отбивались что-то вроде бы, если я не ошибаюсь, да. Дело не в том, как они отбивались. Предупреждение о том, что Тезер будет блокировать Гарантекс, это уже было давным-давно. Мало того, деньги, которые с Гарантекса поступали на другие биржи, помечались красным флагом и блокировали счета клиентов на биржах, на других, если деньги поступали с Гарантекса. Так что те люди, которые на Гарантексе торговали и держали свои деньги, это первое, это была глупость, если они куда-то переводили, а со стороны Гарантекса это была беспечность. Он обещал, я смотрел сегодня выступление директора финансового, там девица вышла, у которой говорят, а вы кто? Она говорит, я директор по связям с общественностью, а второй там мужчина с бородой вышел, тоже вещал о том, что в понедельник он выйдет и скажет всем, что у них там решилось или нет. С Тезером они вопрос не решат. Да не решат, конечно, это глупо об этом думать. Так что это не новость, это закономерность. Ну, очень жалко, будем надеяться, хотя бы, по крайней мере, российские пользователи когда-нибудь это смогут разблокировать, вроде бы потепление. Никто не разблокирует. Binance, когда забрал деньги, никому ничего не вернули. Мало того, и я под эту раздачу потом уже попал со второго счета своего, который у меня был простой торговый с VIP 0, с обыкновенным. Там же тоже сумму свыше 10 тысяч заблокировали. Ну, Binance, как только эхо пошло, если помните, давно, я сразу все прекратил, вывел. Ну, вспомните KuCoin, вспомните другие KuCoin биржи, да, они все. Вспомните, да, Gemini, вспомните этот, OKEX, Kraken, все то же самое. Чё это А что с OKEX? Ну, и на OKEX, мало того, на OKEX блокировали счета российские. Они были заблокированы в 2023 году в первом, по-моему, квартале. В OKEX блокировали, по-моему, поименно, а не все счета российские, если я не ошибаюсь, потому что я же с ним... Да, вот человек пишет, биржа FTX не возвращает деньги, которые были украдены FTX, у российских пользователей. Так что здесь дело уже не принципиально в том, как это делается, а делается просто потому, что по национальному признаку. То есть вопрос, тот, который сейчас все обсуждают, геополитическое потепление и восстановление экономических отношений не повлияет на это, вы считаете? Вы о чем? О каких потеплениях вы говорите? Сейчас же речь идет о том, что между Россией и США возможно экономические потепления, скажем так. Возможно. Слушайте, потепление это когда батареи дома включили, и вам не надо спать в шерстяных носках. Вот это потепление. А то, что там говорят, это все фигня. Я не хочу вдаваться в эту политику, но у меня по этому поводу, если нужно, я отдельно скажу. Не политика. Трамп не пришел помочь экономически. Никому. Он помочь себе пришел, а никому. Только себе, понятно. Больше никому. Все. Это понятно. Но чтобы помочь себе, в некоторых случаях с точки зрения бизнеса, нужно идти на какие-то компромиссы, потому что бизнес не работает в одностороннем порядке. Я говорю про экономику, не про политику. То есть ты не можешь помочь себе и все блокировать кругом. Когда вы приходите к своему партнеру, клиенту, берете его за горло и поднимаете вдоль стенки на уровень выше своей головы и смотрите пристально снизу вверх на него, а у него ноги болтаются, это не экономическая помощь и не совместная работа. Но это не со всеми можно сделать. Он мог бы раньше это со всеми сделать, сейчас не со всеми может сделать. Трамп может со всеми. Не со всеми. Трамп может это сделать со всеми. С кем он не может? Не в ущерб себе. Он не может это так в наглую сделать с Китаем. Он не может даже это сделать с Россией. Потому что сегодня, если говорить об экономике, да, в долгую это очень плохо, то, что происходит сейчас. Но мы не забываем, что Россия – это страна, которая с беспрецедентными экономическими ограничениями находится уже давным-давно. Это не важно. Это вообще все не важно. А чем ты будешь пугать? За горло брать чем?
Есть еще десяток возможностей, как сильно напугать не только Россию, но и весь мир. Что, в принципе, в ближайшие 2-3 недели будет происходить. Вот все боялись о том, что Трамп вечером придет и скажет, что он заново поднял пошлину. Так вот он сегодня объявил, что все вот это вот поднятие пошлин сдвигается по договоренности ровно на Все месяц, правильно. на 2 апреля. То есть следующая пугалка опять будет в апреле. Да, пугать можно сколько угодно. Сейчас его задача совсем в другом состоит. Ему сейчас надо деньги пригнать в страну, производство притащить в страну, потому что его там нет. Да, ему сейчас надо решить вопросы логистики по некоторым своим по некоторым своим направлениям, да. Ему множество вопросов нужно решить, но все они связаны исключительно с экономикой. Политика И там он стоит, решит. он их решит, потому что сейчас он решил то, что он решил за буквально там некоторое время, когда он там успел пройти инаугурацию. Многие не могут решить и за 4 года. Вопрос не в этом, у него беспрецедентное доверие. Впервые за последние там много лет пришел руководитель, у которого беспрецедентное доверие. Ну и тут у меня тоже мнение особое по поводу доверия. Внутри Его него. пришли. Внутри него. Его пришли. Ну, что значит пришли? Кто его пришли? Вот, Весь истеблишмент его не пришли. Гош, давайте таким образом скажем. Никто не собирался Трампов допускать, кроме того, кто управлял вообще Америкой, реально управляет. Вы думаете, Трамп управляет или Маск? Или этот дед самоходный? Никто не управляет. Есть другие, скажем, глубинные государства. Они поняли, что этот дед и Демпартия довели Америку до состояния, когда уже начинаются реальные проблемы. И они сделали усилия над собой и допустили Трампа для того, чтобы он все это сломал. Потому что только сломав то, что там сейчас наворочено, только так можно сдвинуть. Поэтому там пошли на уступки в том, что допустили Трампа к этой власти. Не более того. И ему помогают. Вы посмотрите на тех людей, которые там пришли. Каких взглядов они У меня придерживались. немножко другое мнение. Поэтому у нас здесь с вами двое, и мы не драконы, у нас нет третьей главы. Да, немножко другое мнение. Я думаю, как раз-таки наоборот, у них просто не получилось остаться там, где они хотели остаться. Они продолжают пытаться это делать теперь через младших вассалов, которые остались в безвыходном положении в экономическом плане, и им очень трудно это пока признать. Вот. Я говорю опять не про политику, про экономику. Значит, и сейчас они пытаются решить этот вопрос. Это, знаете, как моська на слона гавкает. Вот примерно то же самое. И причем не гавкают в сторону, так сказать, своего названного врага, а гавкают в сторону своего партнера. У них пока не получается. И думаю, что не получится. Потому что там четко заточено все на бизнес и на деньги. Это деньги, экономика считается. Все посчитано. И они понимают, что произошло. И понимают, это не глубинная история. Как раз таки глубинная история – это то, чему он противостоял. С обвинением в 700 лет. На 700 лет. Вот. Сейчас многие, кто там есть, эксперты, я смотрю многих разных, и тех, кто за, и тех, кто против. Но есть такое мнение, что как раз таки сейчас происходит сдвиг не только в части двухпартийной системы, а в части вообще в целом всего, что там произошло за все это время. Я об этом и говорю, его привели для того, чтобы все это сломать. Вообще полностью сломанная история, да? То есть имеется в виду, там некая третья сила даже может появиться. Может появиться совершенно третья сила, или, скорее всего, вот как я слышал мнение, буквально недавно там общался тоже с довольно серьезным товарищем в трейдерстве, он говорит, есть вероятность, что будет третий срок у Трампа. Я не думаю, что он ему сложно будет. Нет, ему, во-первых, он болеет достаточно серьезно. Вот. Это просто мало кто понимает. Ну, не может человек не болеть, во-первых, даже просто в его возрасте. Это раз. Там куча есть вопросов, и, естественно, его поддерживают очень хорошо. Это первое. Второе, там еще и, ну, скажем так, ему будет сложно это сделать. Это не Россия, да, где можно прийти, всем сказать, что так надо, все воодушевленно покричат, что так надо, и изменят Конституцию. Ну все, давайте за Конституцию мы уже не будем этого. Нет, я имею в виду в экономическом плане, чтобы он остался на третий срок, и для того, чтобы все свои хотелки выполнить, ему надо ломать Конституцию. Это трейдеры, может, и говорят, но это сложно. Я об этом и сказал, что он пришел для того, чтобы все сломать, и его допустили до этого. Потому что есть силы, которые понимают, что пора ломать. Ну, пусть ломают ради бога, главное, чтобы экономику восстановили, потому что от них экономика зависит достаточно серьезно.
Вот, вернемся опять в русло именно Шанс у него наше. есть. Шанс у него есть, да, потому что мне нравится, что это человек из бизнеса, и чем больше будет бизнеса вот в этой истории, тем будет лучше. Мне Ну, кажется, он играет в покер. Причем постоянно all-in, all-in, all-in. В какой-то момент времени игра пойдет против него. ну, не знаю, по крайней мере, он из таких передряг вылазил не один раз уже, что ой-ой-ой, не все могут так играть, В не знаю. чате человек пишет, Майкл Сейлор нас вывезет. Он бы Сомневаюсь. себя Я думаю, вывез что он, сначала. он нас завезет Он бы себя вывез. Я до сих пор той не понимаю серии, его как стратегию. Сусанин, да. Может, она какая-то новая, которая мне непонятная, но я не понимаю. Это старая стратегия, у Понца можно посмотреть. Пирамида Понца, да? Нет, ну это да, это понятно. Ну, Одна не из знаю. лучших стратегий. Не знаю, сидеть-то он не хочет до конца своих дней с этой пирамидой. Так, первый вопрос мы решили. Что там был второй? Какой второй А вопрос второй был? вопрос был о том, что они сейчас планируют с точки зрения резерва, с точки зрения того, что могут какие-то обособленные проекты, которые часть уже слухи ходят относительно там, ну понятно, эфир, Solana, Cardano, кто там еще, все, по-моему, да, что эти проекты, соответственно, вместе с биткоином будут составлять криптовалютный резерв, если в этом резерве какой-то смысл, исходя из того, что они уже, по данным Аркхама, если я не ошибаюсь, хранят более 200 тысяч биткоинов, а они собираются, опять-таки, по мнению, не помню, как ее зовут, которая сказала, что 200 тысяч биткоинов они будут покупать не то каждый месяц, по-моему, если я не ошибаюсь, на протяжении года. То есть собрать они собрались достаточно большую внушительную сумму, если это все будет одобрено. Нужно ли им это? Поможет ли это как-то в экономике? Или это просто попытка сейчас, ну, хоть как-то ответить вот той индустрии, которая его поддержала в предвыборной гонке и, так сказать, ответить им за это? Ну, Или это действительно, да, или это в экономическом... криптоцарь, который, или кто там, он сегодня сказал, что Америка уже продала 195 тысяч биткоинов по цене 10 тысяч и получила всего только 330 миллионов, что ли, что-то такое за эти деньги. Если продала, то возможно. Все продажи, по крайней мере, с ETF видны. Посмотрите, как сливали достаточно серьезно. И давление пока нарастает. Нет, ранее, я имею в виду по цене в районе 10 тысяч они их продавали из того резерва, который у них был. Наверстать они его сейчас, это 17 миллиардов, они не могут. Сегодня информация там, она есть. Если надо, я найду и скину. Ну, последнее, что я читал по Архаму, не было такой информации, что вроде бы они держат 198 с чем-то там тысяч. Не Мне знаю, продали, нет? очень понравилось, как один из руководителей ФРС, сейчас я вспомню фамилию его, то ли Кир, то ли Боуман, ну, в общем, один из них, из руководителей, он сказал, криптовалюта вся, включая биткоин, это частные деньги, не государственные. Частные деньги государственными быть не могут. Поэтому, если они и будут делать, то это будет не стратегический запас, а только для того, чтобы в определенный момент все это скинуть и закрывать свои долги. Не более того. Поэтому игра со словами «стратегический запас», они его не контролируют, во-первых, весь, и контролировать они его весь не могут. Хотя, с другой стороны, я считаю, что эта игра идет по очень крупному, потому что зачем Трампу или любому другому правителю Америки биткоин, чтобы заработать на нем доллары, если они эти доллары печатают? Ну, они уже допечатались. Они могут их печатать еще столько же. Не, ну могут. Чтобы потом по $1000 мороженое покупать, они могут. Они могут делать все, что угодно. Они могут делать все, что угодно. Дело в том, что есть потребители долларов. Вот на них все затраты и ложатся, им вообще все равно. Они могут любой стране в поэтому я и задал мире этот прямо вопрос. сейчас, они могут любой стране в мире прямо сейчас объявить выплату в обратку всех долгов. И они закроют все эти кредиты, все им вообще легко совершенно. Но вот им будут должны. Поэтому для чего создавать то, ну, непонятно что, чем они не владеют изначально, и зачем им нужно биткоины, чтобы заработать доллары, если они доллары печатают?
Я Если мы думаю, что говорим это о все-таки контроле, игра в слова. Контроль чего? У них 21 миллион биткоинов? Вот не тогда это 21. контроль. У них Зачем 10 20? миллионов биткоинов. А так и 51 они сделать не могут. Но если меньше 50%, значит уже не контроль. Ну, существенно, если они будут покупать, ну, пока что речь идет о 2,5 миллионов биткоинов на первый год. Для того, чтобы купить 10 миллионов, 1 миллион, полмиллиона биткоинов, им нужно это у кого-то покупать. Значит, тот, кто будет им продавать, будет повышать эту цену. Для чего им в покупке для себя лично завышать цену, если они могут просто-напросто печатать доллары? Им не нужно это все лишнее. Да, какой-то запас для того, чтобы рассчитаться с наивными господами. Они могут. Но я еще раз повторюсь, мне очень нравится, как представитель ФРС сказал, это частные деньги. Вся криптовалюта – это частные деньги. Она называется просто валютой. А на самом деле это частные деньги. Они не могут быть государственными. Не, он правильно Поэтому сказал. поэтому ранее и СЭК, и ранее ФРС объявили, что не хотят они создавать вот этот запас. В какой-то момент времени и до Трампа дойдет, и вся эта популистика, вся отойдет на 10-й план. Что-нибудь придумают. Не для этого это все и было. То есть все-таки для того, чтобы как-то отчитаться за ту компанию, которую он провел. Конечно, у него была предвыборная кампания, ему нужны были голоса, он понимал, что это тоже один из голосов, потому что там на заднем фоне прыгал, если помните, Маск. Это тоже была часть стратегии. Эту стратегию надо отыграть. Вот они закупают. Судя по тому, что сегодня закупает их фонд, вот этот Болт там и так далее, но Суи они купили. Ну, знаете, сомнительно. Мув они купили, еще более сомнительно. Мгм. Обернутый биткоин они купили, ну, сомнительнее еще более. Мгм. Ну да, я тоже думаю, что эта история надолго не продолжится, так же, как и у Наиба Букали не особо получилось с этим что-то сделать, по крайней мере, из того, что было запланировано. Ну вот, я думаю, что я Потому ответил что на оба вопроса. государственные деньги немножко нечто иное. Даже с учетом признания главной криптовалюты, не думаю, что государству в этом есть какой-то интерес. Вот человек в чате задает вопрос. Как думаете, рост по линк? Хорошо ли сейчас смотрится уровень 0,5, если завтра Назаров будет у Трампа на конференции вот этой вот по крипто? Линк Линк одна из хорошо продвигаемых монет. Она нужна. Я уже рассказывал про Линк, как ее используют, где ее используют, какое будет по ней движение. Линк идет в SWIFT. Для того, чтобы делать переводы по SWIFT, нужен линк. Его уже приняли очень много центральных банков. Именно не каких-то там отдельных банков, а именно центральных банков, как использование в SWIFT. Поэтому линк нужен. нужен. Кстати, биткоин вот я показал, тоже обратил внимание. Но это не полноценный, конечно, крест смерти, но он на биткоине есть. 50-я и 100-я. Есть пересечения, вот они. Поэтому потенциально нас могут опустить пониже. Крест смерти считается от 50 до 50 до 200. 200, да, я сказал, что она неполноценная. Но такие кресты тоже отрабатывают. Ну, отрабатывает оно, значит, движение будет продолжено. Мы об этом с вами говорили еще в ноябре месяце. После того, как по некоторым чатам, особенно в КК, написали, что МС сказал, что у нас медвежка началась, что роста не будет. Но и роста и нет, в принципе. Ну, роста нету, пока насчет Всё- медвежки вопрос. Ну, МС не сказал, что медвежка началась. Я не помню. Значит, ее нету. Да, я не помню. А пока МС не сказал, значит, медвежки нету. МС, как скажешь, да, предупреди меня, когда она начнется. Так, а по поводу самого страшного, что я увидел у вас в самом начале, как вы 3 пика и дом с куполами натянули на нынешний
вот Мгм. этот вот сетап. Я этот три пика И дом с куполами так и не выучил, потому что у меня с паттернами вообще беда. да, так что я в этом году его повторять не буду, и вы его не рисуйте. Он сюда не подходит. Я не рисовал три пика с дом с куполами, я просто Вы смотрел. как раз 3 пика сюда приперли вместе с куполами, с первым этажом, и Вот это до что ли? куполов, кстати, дошли, да. Ну, честно, вот честно, откровенно признаюсь, паттерны абсолютно для меня не имеют никакого значения. Я их всех обкатывал сколько только можно, по ним торговать я не умею и не хочу. Я взял просто то, что мне показалось фрактально похожим. Просто похожим, потому что э, если бы это был паттерн, ну, наверное, надо было бы его более точно делать каким-то образом, не знаю. Мне показалось просто сама конструкция очень похожа. Нет. Самое единственное, что сюда пока подходит, единственное, что подходит, это распределение по Вайкфу. Мы находимся в верхней точке распределения по Вайкфу, то есть именно само вот это все идет распределение. Если взять и напугать рынок, то следующее движение в район 72-73 и движение далее от 60 до 55 и даже, возможно, ниже до 50, возможно. Это не страшно, если туда придет цена. Если цена придет все-таки до 60 и 55, это наоборот очень хорошо. Это значит, что оттуда как раз и начнется следующее движение вверх. Ну, дай бог, чтобы пришла, будет Ну возможность да, но закупиться, да. когда цена Но, туда придет, когда туда цена придет, это, скорее всего, будут какие-то страшные новости. Люди будут продавать. В основном это будут краткосрочники, среднесрочники продавать. А вот как раз покупать будут те самые институционалы, которые брали по 100, но хотят купить по 50. может быть, такое тоже может произойти, вероятность есть, но пока я ее не вижу. Пока я думаю, что нас какое-то время здесь поморозит, может быть, опустят чуть пониже. Еще раз тестить зону 70. А вот 40-50, вот сюда, Мгм. вот в эту зону, не уверен, что сейчас это может произойти. Ну, Ну, по крайней посмотрим. Я мере, думаю, по крайней мере, не с точки зрения того, что я сейчас в трейде, я зафиксировался давно и больше пока не покупал. То есть, ну, в кэше. Я понимаю, что покупать я начну ниже, но пока не вижу, что это сейчас произойдет. Мне кажется, до конца года все-таки будет всплеск. Но сейчас должны приходить хорошие экономические новости. Даже если мы не говорим о вот этой похожей конструкции, опять-таки с учетом ваших знаний по паттернам, должны приходить хорошие новости по экономике. Может быть, не сейчас прям, к середине года, к концу года, но должны приходить. А вот 26-й год, ну, здесь уже другая история. я думаю, что еще нас месяц помурыжит нисходящим движением. Как минимум месяц. М, Причем, возможно, какой-нибудь будет очень более серьезный пролив. Ну, посмотрим. Посмотрим. Серьезный пролив, но опять-таки серьезный пролив, то, что мы можем ожидать, да, у нас есть, сейчас это уберу, у нас же есть, последний раз у нас, вот, на прошлый пик, да, у нас есть, да, блин, Вот вы взяли опять 3 пика с куполами. да никаких я не знаю, что за пики с куполами, что у меня с этими пиками. Не знаю, я их и знать не хочу, честное слово. Вот, как только я этот паттерн объявил в 2021 году, что мы идем по нему, и рассказал, как он сформировался и какая его структура была, меня хейтили 2 года. Вот теперь ваша очередь, теперь и вам расскажут, что такое Пусть с рассказывает, куполами не пики. торгует человек паттернами, не умеет он треугольники рисовать и прочие там истории на графике. Но то, что вы говорите вниз, ну вот, теоретически да. По-моему, эта зона где-то на больших таймфреймах, она отрисовывается, да, нет, 78 или на месячном ниже. На месячном ниже. Где-то она попадалась мне. Прокомментируйте, пожалуйста, предсказание 74. Кирилла Хамстера по поводу того, что в течение 1-2 лет биткоин может стоить 1 миллион. Вполне возможно, что в течение 1-2 года он может стоить 1 миллион, но точно так же возможно, что он может стоить 0,
как предсказал другой YouTube, в этот, как это называется, вещатель. Так что вполне возможно и туда уйдет, или туда уйдет. Дело в том, что настолько далеко в криптовалюте загадывать категорически не рекомендуется. Так, Нужно смотреть где то, что можно по так факту. предсказать? Далеко, на 1-2 года. Мне кажется, ни в одном активе так невозможно предсказать. Почему? На 2-3 года? Конечно, можно. Вероятность этого предсказания будет достаточно, на мой взгляд. Ну вот по поводу Кирилла Хамстера. Замечательный человек, молодец. Очень много считает, очень много думает, очень много предсказывает. Ну, ошибся человек разочек по поводу гэпов. Я ему утром скинул картинку по поводу гэпов, он потом мне сказал, что я из секты гэпов-закрывателей. На что я ему сказал, ну, один день, и мы его закроем. В течение суток мы его закрыли, я скинул, на что он мне сказал, ну, и торгуй свои гэпы. Хорошо, так тебе и надо. Нет, Так мне и надо, поэтому гэпы стараются комментировать закрывать не Кирилла всегда. Хамстера, Не всегда, это но тоже стараются. Где-то у меня был гэп весело. нарисован сейчас. Подожди, куда он делся-то? На CME групп. Да нет, я пытаюсь найти этот... Сейчас я попытаюсь понять. Здесь... Как только Здесь. уберете эти, как их, эти свечи, сделаете свечи японские, сразу все гэпы будут Да вот видны. они, я его вижу. Но вот они его не закрыли до конца. Вот он. У меня была пометка стояла, и она куда-то улетела. Гэп Даже- не надо закрывать до конца. Гэп считается Значит, он считается закрытым хотя закрытым. бы до половины самого гэпа. Ну, значит, его Если закрыли. если Вот. он закрывает 0,68 по фибе, если смотреть само расстояние этого гэпа, то вероятность того, что снижение далее продолжится, большое. В данном случае закрыли пока середину, что является отскоком. И точно так же, если посмотреть распределение по Вайкофу, точно так же движение идет. Даже не середину закрыли, поболее будет. 0,68, 0,618. Это говорит о том, что, скорее всего, движение вниз продолжится. Не закрыли. Как формируются гэпы? Вся ликвидность скапливается снизу. Большой крупный игрок формирует движение. Когда вот эти хомяки не успевают запрыгивать в ракету, а цена поднимается. В этот момент крупный игрок начинает распределять сверху, он сверху распределяет. И когда он заканчивает распределение, то есть закончился продавец, движение цены возвращается в ту точку, где была скоплена ликвидность. Так формируются гэпы. Они обычно бывают на выходном дне или в момент высокой волатильности. Вот тот, кто знает, как формируются гэпы и как они закрываются, и как они работают, тему с гэпами закрывает раз и навсегда и спокойно торгует по ним. Не просто торгуют, но не рекомендую торговать по гэпам. Просто нужно это принимать во внимание и все. Не более того. Вот смотрите, какая дыра в гэпе. Видите? Я Даже в объем горизонтально. поэтому показал горизонтальные объемы, чтобы показать зону справедливой цены. Индикатор ее четко подсвечит. И пустоту в объем. Человек пишет, гэпы учитываются по телам, а не по теням. Нет. Тень является частью движения. Тень является частью движения всей свечи. Просто в какой-то момент времени тот крупный игрок, который знает, как гэп работает и формируется, он заранее ставит на 0,68, на 618, ставит или там на закрытие полностью гэпа, ставит большой ордер и захватывает движение вверх. Поэтому цена отскакивает и уходит выше. Что мы сейчас на гэпе и видим. Поэтому неважно, это свеча полная, либо это свеча с тенями, то есть тики те самые. Это является частью свечи. И это все учитывается. Угу. Что там просили RSI открыть зачем-то? Говорят, что RSI в пол упал у вас. У меня упал? Это как в анекдоте, когда мужчина стоит у зеркала, да, оттопыривает трусы, смотрит и говорит, упал. А жена говорит, не ушибся? Вот так и тут. Посмотрите, там RSI не ушибся. Ну вот RSI, почему он в пол упал?
Ну, я тоже не вижу. Индекс относительно сил неделька, вот он. Он выше 50, Он 55 вообще, куда он пол упал? Он никуда не упал, еще пол. даже 62. Вот, А вот нет, его, это, вот это его желтый. пол, 20. 50, 60. Вот его пол, 20. А сейчас он, нет, синяя, все правильно, 55. 55. Все Так что он правильно. еще никуда не упал, у него еще есть куда упасть. И Желтый если это у он падал с нас цены 612 до базовая ма. 80, это получается ровно 32. От 80 он еще может на 32 упасть спокойно, минус. И конструкция, та, которая EMA и RCI, если посмотреть по стратегии, то видно, что движение в нисходящее только еще пока начинается. Как раз-таки на RSI, месячном, ну, правда, здесь у меня стоят контракты Bybit. Наверное, лучше какой-нибудь спот посмотреть. Это я не знаю, какой-нибудь. Там у Тома опять стохастик теперь упал. Посмотрите, насколько перегрет на месяце RSI. Конечно. Ему нужно немножко остыть. Поэтому я говорю, что забег может быть чуть попозже. Мало того, RCI сейчас находится ниже EMA, что говорит о том, что движение исходящее началось. Когда И оно- RSI находится внизу базовой EMA, это значит медвежья динамика идет. Совершенно верно, тем более старший таймфрейм. Да, да, я и на младших также торгую. Ну, если смотрю на RSI обязательно. Так, что еще посмотреть? Стохастик? Что там написали? Да, говорит, что стохастик упал, ушибся. Я не помню, он на русском есть или нет. Кто там ушибся? Стохастический осциллятор. Ну, может, он не в ту сторону ушибся? Подпрыгнул и ушибся. Но стохастик тоже так же, там же. На недельку, да? Давайте на недельку. На средних значениях. Среднее значение. Нижние Пожалуйста. значения, ну вот здесь канал есть, его видно. Вот нижние значения, вот здесь они находятся. Вот вываливается из канала, он, по-моему, двигается. Так, от 20, ну да, от 20 до 80. И здесь у нас чуть повыше, от 30 до 37. 70. 37, 28, ну да. Могут быть еще отскоки, могут, но перегретость точно. Потому что бывает вот такое, вот посмотрите, вот здесь такое было, да, уже? Когда, сейчас ближе сделаю, вот здесь такое было. Вот вроде бы перегретый, и здесь перегретый, видите? Заскок и еще одно движение, импульсное последнее. Здесь тоже такое может быть. Но в целом однозначно находимся в зоне перегретости по старшим часам. Вот по младшим мы выглядим лучше. Ну, что и следовало ожидать, сейчас мы 90, если удержим дальше, они нас попытаются потащить чуть повыше. Ну, 106 вряд ли. 106 вряд ли. Там, по-моему, зона, не помню уже, надо сейчас посмотреть. Дневка. Вот она, от 94 до 99. Со средней границей в зоне 97-98. Здесь, кстати, 50-е в сопротивлении и 100-е. Достаточно хорошее сопротивление. Толкнуть туда сейчас на фоне всех этих новостей. Завтра они опять, поскольку нужно развивать эту эйфорию, что у нас все хорошо. Я посмотрел все выступление в части, там очень много про экономику, кстати, меньше о политику, больше об экономике. Выступление президента перед Конгрессом США. И все выступление с час 40, ну, наверное, час 20, это про экономику. Где там мошенничество, чего не хватает, сколько денег нужно вернуть, что 500 миллиона тратится каждый год. И непонятно на что, на куда, какие-то смешные названия, на кого там потратили. И что все это собирается вернуться обратно, и что сейчас департамент Доджи возглавляет мы Илоном Маском, находит все эти вещи, в Минздраве куча всяких нарушений, ну, в общем, все такое. И все было именно про экономическую историю, поэтому завтрашний саммит будет такой же на позитиве, и также все будет то же самое. Поэтому на этом позитиве могут и потолкать. В целом. Но это не значит, что будут покупать завтра. А если не будут покупать, значит не будет расти. На позитиве долго-то не постоишь. Это понятно. Да. Можно рассказывать про еду сколько угодно, а кушать-то хочется. Вот, в целом, пока картина такая. Вот, человек спрашивает, Фил, ловим ведра на 0,3. Ну, Фил. совсем... Сейчас найду Фил. Подождите, не так быстро. Не знаю, на 0,3 вы думаете, он в 10 раз сейчас сложится? Я сомневаюсь, что он сложится. Я думаю, что у Фил движение вверх. Стоп, давайте вот здесь его лучше посмотрю.
Если вот здесь посмотрю, Фил, он тут или не тут? Фил. Ой, что-то тут очень много всего. Надо повыключать. Что тут включено? Так, куда Фил должен сложиться? На 0,3? Те люди, которые сегодня нас смотрят, мы заранее сейчас людям говорим, будет некоторые вещи. Первое, я подскажу, как делать электронный дневник трейдера. Уже попробовали, это первое. И второе, если останется время, попробуем сегодня по Фибе рассказать. Еще раз, сейчас я прочитаю. Что там сказали? Да, чат не вижу. Фил будет 0,3 говорит. Ух Да. ты, ничего себе. Я что-то далеко вы загадали. У Фила, насколько я помню, ну да, у него самая вот 2.28, это самая такая страшная история из того, что я вижу на этом графике. И то они сейчас, ну да, сейчас, кстати, у Фила период такого накопления хорошего. Нижнюю границу 2.65, еще поверю, но 0.3. Странно. Должно быть что-то очень плохое произойти. И не только с Филом, а в целом. Ну, может быть, человек знает больше информации по Филу, чем мы с вами. Не, ну как бы, вот даже без всякой фибы у него его зоны помечены. Может, конечно, за все провалиться, вообще уйти вниз. И такие картины есть. И были, когда актив падает ниже своей нижней зоны накопления. Такое может произойти. Но с 3 на 0,3 в 10 раз? Черт его знает, не знаю, с альткоином. Да, ну все Всё тогда. может, всё может быть. Да, посмотрим еще. Теперь смотрите. Может быть, я перехвачу у вас экран, Давайте. если вы мне разрешите. Что будет с монетами, у которых не будет ETF? Ну, давайте сейчас МС покажет, а потом поотвечаем на вопросы. Вы пишите их пока туда. Сейчас, МС, я вам отдаю экран. Вы можете его забрать. Сейчас я это выключу. Стоп, а почему у меня не выключается-то? Секунду. Все, выключил. Мой экран видно? Вижу, если я в зуме вижу, телефон вижу какой-то. Отлично, это самое Всё. лучшее. Все. Теперь смотрите. Я решил для всех людей, кто смотрит меня на стримах часто и пишут мне в личку, общаются со мной в чатах, периодически возникает вопрос, какие цели, где продавать, как продавать. И я каждый раз людям отвечаю: заведите дневник трейдера. Есть два вида дневника трейдера. Один технический, это когда сколько вы купили, по какой цене, какое количество, какая у вас средняя цена. И на этом весь дневник заканчивается. Но нет. И на самом деле дневник трейдера должен включать в себя еще и ваши цели. Помимо ваших целей, дневник трейдера должен включать в себя тот момент, почему вы купили, какую монету вы купили, как вы рассматривали ее, ваши ощущения. Объясню, почему это важно, очень важно. Если вы следите за тем, как ваш ход мысли меняется в течение торговли какой-то монетой, или вы начинаете влюбляться в какой-то момент в эту монету, то вы это в дневнике трейдера можете отследить. И вы поймете, стоит ли этот актив дальше у себя держать, стоит ли его продать, где, по каким ценам и как. Очень сложно, если вы этот дневник скажем так, в рукописном тексте, когда вы покупаете обыкновенную тетрадку на 96 листов и пытаетесь завести, то в таком случае дневник трейдера вам, ну да, в принципе он нужен, раньше так его и вели, но я решил сделать людям подарок вот какого плана. Есть такая программа, она называется Obsidian, в основном пользуются ею программисты. Они сюда записывают все структуры, ведут дневники, ведут совместные документы, когда пишут какие-то программы. Но я некоторый скрипт собрал, некоторые там собрал папочки, разобрал немножко, ссылочки поправил
и сделал электронный дневник для всех, чтобы вы могли просто взять и пользоваться. Есть такой сайт, называется Obsidian. Здесь и находится эта программа. Вам надо зайти по этой ссылке. Сейчас я вам еще кое-что здесь дальше открою. На Бастионе, прямо сейчас на Бастионе, я выдам все эти ссылки, где они есть. Открою Бастион и запущу «Опубликовать». Что здесь находится? Здесь находится ссылка на саму программу и на тот архив с теми скриптами, которые я уже приготовил. В этой программе я уже установил специальные плагины, которые вам будут нужны. Вам не нужно забивать себе голову, вы просто включаете и работает. Все я уже здесь сделал. Сейчас я вам подскажу, как этим воспользоваться. Заходите в Obsidian, скачиваете программу. Она есть как для Windows, так и для Mac платформ. Просто берете и скачиваете. Любой выбираете, в том числе и на Android, в том числе на iOS. Скачивайте, и это все будет работать. Немножко сложно перенести те данные, которые я собрал на Mac и на iOS, но на все остальные очень легко. Теперь смотрите, вы скачиваете просто эту программу и запускаете у себя ее. Запускаете, то есть устанавливаете. Самое главное, теперь запомните, как только вы ее скачали и к себе установили, у вас не делайте никаких дальнейших действий, пока не посмотрите то, что я вам сейчас покажу. После того, как вы установили себе программу, у вас должно открыться вот такой первый лист, то есть создать хранилище и так далее. Вы его создаете. Кнопка «Создать». Имя хранилища. Сейчас сначала вот я расположение. Я где-то у себя на диске уже создал файл. То есть вот именно вот в папочке git2 у меня будет лежать хранилище, которое будет называться крипто. Вот так у вас должно получиться. И делаете «Создать». У вас открывается вот такая программа. Здесь пока нет ничего здесь не работает. Закрываете и заходите по моей ссылочке, которую я только что сейчас выставил на Бастионе. Сейчас оно откроется. Есть ссылка на архив. Заходите в этот архив. Переходите. Это на Яндекс.Диске я для вас приготовил программы. Сейчас объясню, как с этими программами работать. Здесь есть два главных файлика. Это крипто для macOS и крипто для PC обыкновенного. Вот тот, который для PC, он подходит и для Android. Вы берете и скачиваете себе куда-то, вот, например, в ту же папочку, которую вы создали, туда скачиваете саму эту программу. Скачивайте вот сюда, где у вас гид, вот у меня гид 2 и крипто. Ее сюда можно скачать. Сейчас я это сделаю. Вот это файлик, который я сюда скачал. Открываете этот файлик. Выделяете все, что здесь есть. Копировать и переносите в папочку крипто. Переносите, скопировать это с заменой. То есть полностью все. Он вас спросит заменить. Да, скажете заменить. Ничего сложного нет. Файлик большой, почти 100 мегабайт. Но это в основном там ненужные шрифты. Захотите — удалите. И не только шрифты, там эти иконки. Частью иконок вы пользоваться не будете. В основном там стоят плагины, те, которые надо в основном.
И внутри я там еще подарочек положил. Сейчас я его тоже покажу. Пока она копируется, вот этот файлик «Добро пожаловать», его надо просто удалить. Чтобы «Добро пожаловать» его не было. Переносится. Делаю в прямом эфире, поэтому небольшой вот здесь по времени затык с тем, как он распаковывает. Файлов много, поэтому распаковка такая. Заменить все файлы в папке назначения. Вот у вас все скопировалось. Все, что вам здесь нужно, все это есть. Теперь самое главное. Запускаем эту программу Obsidian, та, которая у вас остановилась. Открывается главное окно, на котором написано «Доверить ли автору хранилище» и так далее. Доверить, потому что здесь будут включены именно плагины. Все плагины основные, которые здесь вам будут нужны. У вас. У вас открылась вот такая вот папочка. Вот так оно все выглядит. Самая главная страница – индекс. Вот с нее все и будет начинаться. Вот я вам здесь положил небольшой подарочек. Здесь огромная библиотека всех книг по паттернам, сетапам, трейдинг, все, что вам нужно, литература по трейдингу, художественная литература, та, которая знаменитая. Все здесь есть. По программированию, может быть, кто-то там, жизненные какие-то вещи, по психологии, психология трейдинга. Здесь все есть. Можете вот эту воспользоваться и почитать, если вам это надо. Все эти книги находятся в папочке «Книги». Вот они, здесь. Здесь вы будете что делать? Когда вы зайдете сюда, вы можете, вот, например, если вы прочитали какую-то книгу про индикаторы, вы можете создавать новый инструмент прямо здесь и писать: я прочитал то-то, то-то. Я понял по индикатору и так далее. То есть вы ведете дневник. То есть запомните, вот это все ведется как электронный дневник. Вот здесь с правой стороны у вас граф. Чем больше у вас здесь будет связей, вот здесь в графе, чем больше у вас будет связей, и вы будете видеть структуру этих связей, вы будете понимать, насколько правильно вы что-то делаете. Если здесь будет каша и кишмиш, вы сразу поймете, что вы делаете что-то не так. Как управляется это все? Управляется тегами. Например, если вы прочитали, например, по индикатору, назовете его индикатор RCI. То вот здесь также вы пишете тег, его будет RCI или тег индикатор. Это вам нужно для того, чтобы вы очень быстро могли находить сами заметки, которые делаете. Дату этой заметки. То есть вы здесь можете создать дату, когда вы это все сделали. Вот дата. Выбираете эту дату, например, сегодняшнюю и так далее. Насколько правильно изложен материал, ваша оценка. Вы можете оценить как вы угодно, от 1 до 100, от 1 до миллиона, до 5, неважно. Оценили, поставили. Балл всему тому, что вы понимаете, или балл тому, как вы это все делаете. Любое свойство вы можете здесь сделать. Это все отражается на то, насколько правильно у вас дневник этот будет вестись. Это то, что касается книг. Это не только по индикаторам, это просто по книгам, это по паттернам, сетапам. Вот здесь я вам скинул
все книги, весь список книг, которые есть. Есть индикатор, литература, сетапы, подборки раньше разные, книги по трейдингу, в сборной солянка, там все книги, какие только вам возможны и невозможны, нужны или не нужны, выберите сами. По индикаторам, в том числе с TradingView. Я все это систематизировал, собрал, сложил, скинул. Можете это все почитать. Есть просто книги, которые, ну, просто умные книги. В том числе здесь по трейдингу тоже книги есть. Найдете, это вам как подарок всем. Дальше. Что делать с вашими монетами, которые вы берете? Вот есть папочка All Coins, все монеты. Вот я, например, взял и заполнил как Solana. Здесь заполняете монеты Solana, блокчейн Solana, его сайт, где он находится. Если вы Solana торгуете, это, то вы можете создавать все, что угодно для конкретно данной монеты. Любую монету здесь можно создать. Как создать это все? Наводите на название вот этой папки, и у вас есть «Создать новый» из template. Template выбираете монеты, coin template. Выбрали и дальше пишите. Например, это будет монета, например, Filecoin. И описываете это все. Это вам нужно для того, чтобы вы знали, зачем вы ее покупаете. Здесь также пишите: «Мне понравился график» или «не понравился график». Вы это все делаете. Например, если вы торгуете этим филом, и вдруг неожиданно на филе вы увидели какой-то сетап, вы просто у себя на компьютере или на смартфоне делаете скан картинки этого графика и просто делаете обыкновенным Ctrl-V, скопировали и внесли сюда. Этот график прикрепляется, он никуда не денется. У вас есть специальная картина, это для картинок вложение, вот оно. Сюда заносятся все картинки, которые вы будете сканировать, они у вас систематизированы. Если вдруг вы увидели еще какой-то график здесь, например, на месячном таймфрейме, просто опять так же копируете график и сюда точно так же вносите. И вы в таких графиках можете сделать миллион. Вдруг что-то неожиданное здесь увидели. Именно для этого у вас есть папочка «Заметки личные». В эти заметки вы точно так же можете вносить. Вот здесь, например, пустая заметка. Вы пишете Filecoin, заметка необычная. Дата у вас есть. Свойства вы можете сюда добавить какие угодно. И сюда также вставить тот самый график необычного. И вы таким образом создаете свою базу ваших монет, как вы торгуете. Это все вам поможет. Дальше. Создали монеты, создали все записи. Теперь нужно определиться с целями, где продавать и покупать. Для этого есть папочка All Targets, все цели. Вот, например, цели по Solana я написал. Посмотрите внимательно. Здесь я вам написал на этом... Здесь я вам написал, как и при каких условиях покупать, продавать. Вы составите себя сами цели. Любые цели, которые вы здесь будете вводить, то есть по какой цене вы купили, по какой цене хотите продать. Что будет, если цена резко улетает или цена резко падает? Докупаете вы, продаете, в каком объеме? Здесь вы все составляете. Я вам оставил примерный набросок того, как это должно быть. Вам голову тоже так же не придется забивать. Здесь есть все. Мало того, если вы что-то ведете или делаете, или у вас есть какое-то событие по монете, или вот вы, например, все ждете 7 число марта, там что-то должно произойти. Посмотрите, я специально вам вывел календарь. Нажимаете на 7 марта и создаете, например, криптоконференция будет. Она будет весь день 7 числа. Создать в календаре. У вас есть календарь.
Вот в этом календаре вот он создается, этот файлик. И вы пишете здесь, что вы ожидаете от этой конференции. Например, конференция будет, ну, образно говоря, 22:00 по московскому времени. Все, вы знаете, что это у вас там будет. Мало того, есть возможность установить напоминалки, есть возможность установить, там, чтобы у вас это все работало с вашим, например, iCloud. Если у вас есть iCloud, можно соединить. Скрипты здесь все установлены. Как работать, все очень просто. И это я вам рассказал, как использовать этот дневник. Мало того, для чего еще может пригодиться? Вот есть такая папочка, называется Habits. Habits – это ваши привычки. Например, тренировки. Кто-то занимается тренировками. Вы можете, пожалуйста, заниматься тренировками. Вот здесь расписывайте ваш стиль тренировок, что вы можете, и создавать каждый раз свое. Например, вот он Habits, создать из то, что сегодня сделать надо. И вот у вас, пожалуйста, важные дела. То, что у вас будет по вашим тренировкам или еще чего-то. Пожалуйста, здесь вводите и создавайте свои документы, ведите свою жизнь, в том числе криптожизнь, именно здесь. Вам это будет проще и будет вам удобнее. Разобраться здесь легко, ничего сложного нету. Попробуйте с этой программой поработать. Вот ваши тренировки. Вот я создал там, например, вот вы хотите, чтобы у вас каждый день были новости там по крипте или в какие-то дни будут важные новости по крипте. Вы можете здесь пользоваться, использовать этот дневник трейдера в том виде, как вам это все нужно. Создавать заметки, обучение. Например, кто-то из вас хочет обучаться, ну, я образно говорю, если вдруг желание дикое появится, здесь можно тоже, пожалуйста, делать обучение. Вот у вас ваши ежедневники, ваши цели по обучению или ваш ежедневник, то, что вы будете делать по вашим целям. Все здесь, пожалуйста, есть в обучалке. Пользуйтесь программой, пожалуйста, всем на здоровье. Это то, что касаемо. МС, спасибо огромное, очень интересно. Ребята, вас бы хотел, пока паузу у МСа, хотел бы попросить пролайкать трансляцию. Просмотров достаточно много было в моменте, и сейчас есть. Лайков на трансляции нет, именно лайков на YouTube. Вот, если кто смотрит в первый раз, обязательно подпишитесь. Ссылка на телеграм-канал в правом верхнем углу у вас есть. Значит, на YouTube желательно после этого стрима поставить комментарий, чтобы алгоритмы YouTube подхватили стрим и сообщество наше росло. Ну, а телеграм-канал, телеграм-чат, все ссылки есть в описании к этому видео, и также ссылочки на гостя, там есть ссылка на канал, на телеграм-канал, на Бастион, все это можете найти. Обязательно тоже на МСа подписывайтесь. Ну, а сейчас Фибу, да, МС? Я правильно понимаю? Да я даже не знаю, людям Ну, надо, не надо. Сколько мы уже с вами стримим? долго. Народ Час. ушел, было Час. 75 человек, сейчас ушло Ну, уже 56, никому не интересно. там кто-то писали, дело не в интересе, скорее всего, едут домой, либо в дороге по времени. Я думаю, что все просмотрят не раз, всем интересно. Фибу просят очень давно. Вот, вкратце, может, какие-то механики, если покажете, будет супер. Ну, и поотвечаем на вопросы на чат, и я думаю, что завершимся. Тогда мы сделаем так. Мы с вами уже стримим. Сколько уже Час 10. получается? Час 10. Человек пишет, куда телега делась. Да никуда она не делась. Она у меня там как была, так и есть. Какая телега делась, куда делась? В Не описании знаю. есть все, телеграм-чат, телеграм-канал новостной, Бастион, там все И время Бастион тоже все есть. Все Да. есть. Все ссылочки найдете на посту в телеграм-канале, который сегодня был у меня. Можете здесь в описании к видео найти. Тоже это все есть. Ну, в любом случае, то есть, если кому-то что-то нужно ответить на вопросы по ведению этого электронного дневника,
ответить на вопросы, чтобы это все хорошо работало. И вот я думаю, что вот часть, вот мне человек написал, я ушел с трансляции, ставлю программу. Мне сейчас вот в личку написал. Ну, значит, ставит Может быть, программу. пускай посмотрит потом в продолжении. Вот Да, у меня вопрос потом из в чата. продолжение, да. Смешной, сейчас я отвечу на него. Гоша, если вам билет на Марс Илон Маск выдаст, вы полетите в космос? Я думаю, что нет. Мне бы до Зря я Таиланда, бы полетел. мне бы до Таиланда долететь в моем возрасте. На Марс точно не полечу. Лететь 3,5 года, это, заснул себе спокойно, там занимаешься своими делами, летишь, никого нет, никто тебя не тревожит, никаких стримов нет. Не-не-не, я лучше здесь побуду. Вот когда до Марса будет Неважно. лететь несколько часов, может быть, полечу. Кстати, интересный и странный вопрос одновременно. А вы сами Да. полетите, если вам Илон Маск выпишет? Кому? Мне? Нет, ну вот ник VX6. Какой-то человек. На Альфа Мужчина или девушка? Центавру, если только. Там лететь всю жизнь, потому Да. что... Я очень увлечен, кстати, все, что касается технологиями, космосом и квантовой механикой. Все это читаю, смотрю. Мне это очень нравится, но я понимаю, что Да я вы уже нам опоздал. можете рассказать теорию струн? Нет, я могу рассказать вам эксперимент двух щелей, Если, если хотите. если не можете, да, рассказать нам теорию струн, то про космос уже не так сильно интересно. Да, да. Вот по поводу дневника еще раз вернусь. Если нужна будет помощь, я в чате Гоши есть всегда. Заходите, пообщаемся, расскажу, покажу, подскажу, как установить, чтобы работало. Дневник трейдера – это действительно важная часть вашей жизни. Хотите изменить условия торговли, хотите изменить метание на рынке, когда купить, когда продать, поставили свои цели и следуйте своим целям. Этот дневник заставит вас систематизировать ваши данные. Он поможет вам в торговле, именно в торговле. Как вы правильно будете использовать дневник трейдера, настолько будет правильно ваша торговая стратегия. И вот человек сегодня спрашивал, а как какую стратегию торговую выбрать? Это не просто сказать слово, какую выбрать торговую стратегию, их миллион на самом деле. Торгуйте хоть по RCI, торгуйте по MACD, торгуйте по свечному анализу. Все что угодно можно делать. Но если у вас нет системных данных, если вы их не систематизируете, не накапливаете и не пользуетесь ими, грош цена любой торговой стратегии. Совершенно точно 100%. Я сам, когда еще начинал давным-давно, был просто как котенок. Я метался от одного до другого и пробовал все подряд, а в итоге ничего не получалось. И депозиты сливал только на ура. Благо это было в начале 2000-х, там еще тогда можно было легко деньги терять и также легко зарабатывать. Но сейчас все изменилось. И когда у меня пришло понимание того, что без системных данных и обучения ничего хорошего не выйдет из того, как торговать. Поэтому дневник трейдера я веду с начала 2000-х. У меня был очень хороший учитель, он меня фактически заставил это сделать. А потом я его миллион раз благодарил. Благодарил, его уже нету. Вот. Но в любом случае, и также вам советую, заведите дневник трейдера, пользуйтесь им, систематизируйте свои данные. Он очень простой. Я все вам сделал. Все книги там есть. Подарок внутри вам вложен, пожалуйста, пользуйтесь. В чат приходите, там будем общаться. Я думаю, что сегодня надо заканчивать, время уже. Да, поддержу вас, МС. Если вы торгуете руками, то, конечно, для того, чтобы иметь какую-то аналитику, это как в любой деятельности, в маркетинге или где-либо еще, если вы не знаете, что происходит вокруг вас, вам сложно будет ориентироваться, неважно какую стратегию. Я вот сейчас читаю Швагера, книжечку про маги рынка. Он берет там интервью у разных трейдеров. И вот один вообще, например, говорит, что у него он не пользуется никакими там трейлинг-стопами, не пользовался. У него своя методика, например, использования стоп-лосса. Причем она связана не только с числовыми значениями она связана. Например, какое-то время он понял по своей аналитике, что ему лучше не торговать, не оставаться в позиции на выходные, и неважно, она в плюсе она или в минусе, он по-любому в конце пятничной сессии закрывался. То есть, и все это приходило, исходя из того, что он вел аналитику. Вот то, это о чем говорит МС. То есть люди, которые торгуют руками,
не используют алгоритмический анализ, не используют автоматизацию и не торгуют через автоматизацию, из своей стратегии не интегрируют автоматизацию. Они пользуются исключительно дневником трейдера. Без нее торговать нереально. Вообще не понимаешь, что происходит. Ну, как бы это... Ну, во-первых, очень интересно наблюдать свои мнения, которые были по монете год назад. В голове все удержать просто физически невозможно. Да Вы открываете невозможно. дневник трейдера и смотрите, год назад конкретная монета, вы посмотрели, почему были по ней записи, что конкретно вы по ней записывали. Если вы записали, например, причину, по которой вы действительно там ее взяли с какой-то целью, а потом с монетой начинаются свистопляски, то вы, по крайней мере, видите, где вы ошиблись при покупке и расчете. Поэтому, значит, вам даст возможность в следующий раз такие ошибки не совершать, если вы, опять же, систематизируете свои данные. Потому что те, кто не систематизирует данные, он просто вольно и невольно будет все эти ошибки совершать постоянно. Да, именно трейды. Кстати, так появился у меня на самом деле канал. Я не вел дневник, я еще ничего про это не понимал. Я сделал Telegram, туда добавил все первые 100 человек и публиковал сделки. Просто писал, что купил по сток, это продал по сток. Это купил, потому что в самом начале там промотать Telegram-канал, это будет. И на самом деле вот таким образом контролил свои ошибки. Потом через какое-то время, когда уже увлекся Ютубом и TradingView, кстати, наоборот, вот в первую очередь TradingView даже помогает. Например, какой-то обзор сделал, прошел туда, через месяц посмотрел, опа, ты сделал по филу анализ, думал, отсюда будет отскок, а отскок произошел от уровня ниже. Почему? И начинаю смотреть. Вот у меня вот это работает. С точки зрения, в принципе, оценки, где я ошибся, где нет. Потому что ошибаются абсолютно все. В любом случае, пользуйтесь дневником, вам подарок дали. Он бесплатный, ничего там платного нет, можно использовать, платных функций там не подключено, но для того, чтобы правильно систематизировать данные, там есть все. Это вот те люди, которые уже попробовали этот дневник, я его не просто сегодня дал, я до этого откатал его на своем чате и давал людям, чтобы они попробовали. Отзываются хорошо, замечательно отзываются. И не только, кстати, они. У меня есть люди, которые просто работают там, коммерсанты. Они попробовали по-другому, я там скрипт написал, они немножко по-другому стали вести свои дела и каждый раз говорят, слушай, блин, как хорошо, что ты его подсунул. Ну, может быть, и вам он поможет. По поводу ФИБы, я прошу прощения, я постоянно обещаю ее рассказать. Просто по ФИБе нужно будет рассказывать тоже в течение часа. Я не думаю, что нужно сейчас на целый час еще развозить все это по стриму. В следующий раз я обещаю только ФИБу от начала до конца. Прошу прощения, но сделаю, обещаю, даю слово. Так и что и по итогу, вверх и вниз, в бок, бан за бан, будет в бок. На самом деле, я думаю, что сейчас перед новостями нас чуть-чуть еще могут потолкать. Если удержимся, что не вверх и вниз, а скорее всего, как будут происходить события. Если удержимся Так, я выше, дал вам. да, я вижу. Если удержимся выше, где это? Сейчас. Это не то. Если удержимся выше вот зоны, которую мы сейчас... Показывает экран мой или нет? Нет, не показывает. Вот так надо сделать, да, наверное? Вот теперь показывает. Если пройдем, удержимся 90, это, знаете, как вот тоже интересное было замечание от одного трейдера, достаточно старого и в определенных кругах известного, тонкий лед. То есть, когда вы проваливаетесь под лед, часто можно видеть это в кино, что обратно трудно вылезти. Но не вы проваливаетесь, а в целом, когда человек проваливается, ему трудно вылезти обратно. Это очень часто во всяких там экстремальных фильмах можно посмотреть. То есть ему нужно найти выход вот в эту дырку, в которую он провалился. Вот, трейдеры проводил аналогию именно с вот ключевым уровнем в таком же виде. Вот если сейчас удастся вырваться выше предыдущей поддержки, она была в зоне 90-92, и удержаться на этом уровне, то нас будут пытаться толкнуть 98-97. Если нет, нас снова поведут вниз в зону 80-78. Ну, 86 ближайшая опять, и ниже, и ниже. Здесь сейчас фундаментала разгонять пока нет, за исключением только одного. Я забыл сегодня это сказать.
Изменилась ситуация с точки зрения прогнозов CME Group. Мы все с вами знаем, что у нас однозначно, вот сейчас на графике можно видеть корреляцию S&P, и у меня, по-моему, стоит фьючерс на CME, на биткоин, но неважно. Корреляция присутствует с фондовым рынком. И, соответственно, пока эта корреляция присутствует, мы должны отталкиваться от того, что делает сегодня Федрезерв, поскольку он является ключевым толчком для, соответственно, фондового рынка. И у нас перед выборами в США оставалась только одна надежда на сентябрь, то есть CME Group прогнозировала первое снижение ставки только в сентябре. Сейчас посмотрите, что происходит. Значит, в июне. Первое снижение ставки уже в июне на 25 базисных пунктов. Дальше у нас снижение в июле еще на 25 базисных пунктов. И где-то еще было третье, не помню где. Наверное, дальше уже. Да, и в октябре еще на 25 базисных пунктов. То есть до конца года они прогнозируют 3 снижения уже. Соответственно, если этот прогноз будет сохраняться и 3 снижения будут происходить, то вторая половина, после лета, вторая половина года, я думаю, что нас будут толкать. Ну и если не брать во внимание историю с этим, как этот паттерн называется, о котором говорил МС, а просто вероятность того, что будет похоже на события, которые были в 2020-2021 году, так оно и выходит. Что нас потолкают пониже, где-нибудь там накопят, и в этом году еще я все-таки думаю, что мы ближе к зоне 120 увидим. Такой вариант развития событий есть. Если произойдет по-другому, я буду очень счастлив ошибиться, потому что очень хочется закупиться пониже. Вот, наверное, на таком ключе давайте завершим, чтобы долго не мучить, не держать МСа и в целом никого не отвлекать. Фиба, к сожалению, да, не получилось, но давайте так, в следующий раз сделаем Фибу. Я думаю, что на следующей неделе, если все будет хорошо, будут силы на это, проведем стрим, сделаем Фибу. Я тоже обещал показать технику второй свечи, по которой я иногда торгую, если мне удается поймать эти паттерны. Я покажу ее тоже. Если нет, значит посмотрим как минимум Фибу, а технику покажу уже отдельно, либо на TradingView, либо через стрим. Как будет по времени получаться. Человек спрашивает про сэра. Ничего пока не изменилось. Пока ничего не изменилось, сэра как работала, так и работает. Она идет вместе со всем рынком, поэтому ничего страшного по ней нету. Я думаю, что еще отскок по всем монетам, естественно, будет, и сэра туда же полетит. В принципе, на вопросы, наверное, все. Что тут написали, Трамп еще тот бизнесмен. Ну, вы внимательно почитайте, как он вылазил. Я, честно говоря, в этой части, при всей своей неоднозначной роли этого человека, с точки зрения бизнеса, из каких ситуаций он вылазил, и не просто потому, что он плохой бизнесмен, а потому, что он в них оказывался. И ту школу, которую он прошел, с точки зрения бизнеса, этот человек действительно крут. Умение, по крайней мере, из дерьма выползать у него есть. Что там еще? Все про ресторан бизнесмен, еще тот. Да. Ну все, тогда давайте. Все, вроде больше, да. Всем вроде больше до нет свидания. вопросов. Спасибо, что послушали. Спасибо большое, МС. Спасибо огромное. Спасибо всем, кто послушал. Ребят, прокомментируйте, пожалуйста, этот стрим. Поставьте на него лайки. Это на самом деле очень важно. Это дает, как я уже сказал, возможность и желание делать еще такого рода контент. Потому что если на видео нет никакой реакции, не очень хочется заниматься этим еще. И это единственное, что нас, на самом деле, ваша обратная связь заставляет нас высказывать какое-то мнение, собирать сообщество и обмениваться опытом и мнением. И важно ваше мнение тоже, поэтому пишите, потому что для меня, я учусь и продолжаю учиться, например, и поэтому с удовольствием слушаю мнение других. Ну и подписывайтесь на наши каналы, на мои и на МС. Всем спасибо, хорошего продолжения недели и до новых встреч.